Всем привет! Это я, Анька Консервы. Некоторые из вас знают, что я работаю иллюстратором и фрилансером и вообще рисую. И задают мне вопросы про рисование, на которые я немножко устала отвечать, поэтому вот это видео — ответ на все самые популярные вопросы о рисовании. Первое, что я хочу сказать, это то, что таланта не существует. Если спросить кого угодно, кто достиг высот в какой-либо сфере деятельности, они вам скажут, что они не родились с этими способностями. Это все приобретенное путем долгих тренировок, упорства, усердного труда и всего такого. Единственный талант, с которым я родилась, это вот пальцами я вот так вот делать умею. Этому правда нельзя научиться, с этим рождаются. Следующий самый распространенный вопрос – это с чего начать? Здесь все очень просто, ты просто берешь и начинаешь делать. Тебе не нужны какие-то особенные инструменты, не нужно иметь дорогие кисти, карандаши, ластики и скетчбуки, охренительные. Ты просто возьми бумажку А4, карандашик, который у тебя есть, и просто начни. Вся вот эта вот херня про то, что путь начинается с первого шага, и вот это вот все. И это касается вообще всего чего угодно. Если вы хотите научиться играть на музыкальном инструменте, просто берете и начинаете учиться. Вы можете брать эти инструменты у своих друзей. Если я, например, хочу научиться вырезать по дереву, я не пойду в магазин, не стану покупать себе самые дорогие инструменты, чтобы это делать. Я пойду к кому-то, у кого это уже есть, возьму то, что могу, и попробую с этим что-то сделать. То же самое с рисованием. Вы просто берете листочек, карандашик и пытаетесь что-то сделать. И если вам нравится, вы продолжаете. Все остальное — отговорки. И вообще очень многие крутаны рисуют просто карандашом на бумажке, и отговорки типа «у меня нет нужных инструментов» здесь вообще не могут работать. Нет, никак. Сори. Итак, вы начали. Что дальше? Вам хочется, чтобы получилось круто, и совершенно логично, что вы будете перерисовывать чужие рисунки, картинки из Тамблера. Но вот вы нарисуете там 4 девочек, ну то есть рисуйте чужой рисунок, нарисуйте там 5 кристаллов, что-то еще, но что-то не то. Внутри нет чувства удовлетворения. И это потому, что это не ваше. Новички сталкиваются с такой фигней, что они хотят сделать круто, но не знают как. То есть срисовывать они могут, но не получают от этого удовольствия, а самостоятельно у них не получается ничего придумать. Это потому, что в голову нужно что-то положить, чтобы из нее вынуть. То есть нужно смотреть на чужие картинки и думать, почему они вам нравятся, почему именно у этого художника именно эта линия вас зацепила. И вдохновением могут быть не только работы других рисовак, художников, иллюстраторов, whatever, но и фильмы, книги, даже, закат красивый, осенний, летний, зимний. Сначала будет трудно, потом легче. Просто начните. И когда в вашей визуальной библиотеке уже что-то будет, вам будет легче вынуть это и придумать что-то с этим. Стиль не берется из ниоткуда. Стиль — это всегда закономерно приходящая штука. Так, сейчас я пытаюсь объяснить. Я рисую, и я нарисовала 100 человеков. И нарисовала им 100 носьев. И вот я рисовала их каждый раз по-разному, и мне понравился только один. Я подумала, мне его очень просто рисовать. Потом я нарисую 100 картинок с этим одним единственным носом, но он будет меняться на протяжении всех этих 100 следующих рисунков, потому что то у меня рука по-другому повернется, то мне просто захочется немножко по-другому его нарисовать, и я найду для себя оптимальный, удобный для рисования нос. Вот это нос в вашем стиле. И это касается всего: волос, глаз, тела, то, как вы рисуете кисти или, не знаю, уши.
Это будет постоянно меняться, смешиваться, лишнее будет отпадать, и у вас каждый раз будет получаться немножко по-другому, но все ближе к вашему стилю. Стиль — это экономия времени художника и творческого запала. Мне не нужно будет думать и изобретать какой-то новый нос, ведь я знаю, как мне удобно, и просто его рисовать, потому что я нарисовала его уже 100 раз, и у меня 100 раз получился примерно одинаково. Вот, я не знаю, я ответила на вопрос, как откуда берется стиль. В общем, если вы будете много рисовать, этот вопрос у вас не будет появляться, скорее всего. Иногда спрашивают, сколько времени уходит на то, чтобы научиться рисовать. Нет предела совершенству. Зависит от того, что вы считаете умением рисовать. Я, например, считаю, что я ужасно рисую, и мне еще учиться и учиться. И это правда. Некоторые говорят, я хожу в художку 2 раза в неделю, уже 4 года и ничему не научился. Ничего удивительного. На то, чтобы научиться чему-то, нужно больше времени, чем 4 часа в неделю. Чтобы освоить какой-то навык, нужно тренироваться очень много, регулярно, желательно каждый день и на протяжении долгого времени. Если ты делаешь перерыв, твой мозг каким-то волшебным образом просто забывает, чему ты научился за прошлое время, и тебе приходится начинать заново. Критика никогда не бывает приятной, по крайней мере для меня. Но если вы достаточно прокачаетесь со временем, то она вам будет уже не так нужна. На первых порах критика ваш лучший друг, потому что когда ты начинаешь рисовать, ты просто не видишь, что ты делаешь неправильно. И очень круто, если вы найдете людей, которые тоже занимаются тем же, чем и вы, которые смогут дать оценку вашему творчеству. Тогда вы быстрее прокачаетесь, и, возможно, через какое-то время вам уже не понадобится критика, чтобы видеть, что в ваших работах есть ошибки и какие-то ошибки. Ошибки делают все. Ошибки — это нормально, на ошибках учатся, но только если эти ошибки видеть и исправлять. Если вы видите, что вы накосячили в каком-то месте, сотрите и перерисуйте. Это так просто. И, возможно, вам придется перерисовывать это 30 раз, 40 раз. Не заканчивайте, не останавливайтесь, пока не будете на 100% довольны своим результатом. Потому что если не нравится вам, то, скорее всего, не понравится и остальным. Никогда не говорите «и так сойдет». Делайте все на максимуме ваших возможностей. Только тогда это принесет свои плоды, только тогда это будет полезно. И вам самим будет приятно. Совершенства вы не достигнете никогда, на этом все. Как только вы научитесь видеть недостатки и косяки в своих работах, вы попадете в клуб вечно страдающих рисующих, потому что ваши работы никогда не станут такими же прекрасными, как работы Ван Гога или Врубеля. Это нормально. Ну, говорят, что это нормально. Я в Контаче, в паблике, попросила задавать вопросы к этому видео. И, если честно, я немного охуела от того, сколько там вопросов. Окей, Даша Клименко спрашивает, как побороть артблок. Очень просто, через силу. Можно, конечно, ждать вдохновения, но это такая неуловимая штука, в которую я, если честно, не очень сильно верю. Артблок проходит, когда ты через силу жмешь и, рисуешь и рисуешь, и потом он сам проходит. Как-то так. Это то, что работает для меня, и я слышала, что работает для многих. Как совершенствовать себя и проводить работу над ошибками. Если видишь ошибку, исправляй. Все. Так ты и совершенствуешься. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы довести свой стиль до совершенства? Я не буду на это отвечать. Я вообще, если честно, не считаю, что у меня есть стиль, но кто-то говорит, что у меня есть стиль, поэтому ладно. Мария спрашивает, нормально ли получать удовольствие не от самого процесса рисования, а от конечной работы. Да, я слышала, такое бывает. Да, это нормально. Это норма. Майя спрашивает, как ты пробилась, но в плане, как ты выросла, и тебя, и твой стиль стали узнавать. Я завела канал на ютубе, и люди как-то узнали о том, что я рисую. Случайно. Алиса спрашивает, стоит ли заводить паблик или блог с рисунками, а может лучше откладывать все в папочку и никому не показывать. Я искренне считаю, что
каждому рисующему человеку нужно найти платформу, на которой он будет показывать свои работы. Потому что так он найдет отклик, так он поймет, что может быть ему нужно изменить или что нравится людям. И вообще это приятно, когда твои штуки видят. Не знаю, мне приятно. И мне кажется, что это очень сильно стимулирует продолжать рисовать и работать над собой. Как не загоняться по поводу неудач, продолжать стараться и не забрасывать попытки рисовать. Мария, просто думай о конечной цели. Думай о том, что каждая неудача делает тебя чуть-чуть лучше. Я знаю, насколько тупо это звучит, просто у меня нет лучшего ответа. Просто забей. Алиса спрашивает, долго ли ты привыкала к планшету и диджиталу в целом? Нет. Ребят, спасибо за то, что задали мне все ваши чудесные вопросы. К сожалению, я не могу ответить на них на всех. Я просто не ожидала, что их будет так много. И на моей карте памяти заканчивается место. Поэтому спасибо, что смотрели. До новых встреч. До свидос. И у тебя и твой стиль... Майя спрашивает, Аня, как ты пробилась? Ну, в плане, как ты выросла, и тебя... Что, блядь? Котишка, блядь. Сука. Не минус. Первое, что я хочу сказать, это ты, блядь, шуршишь.